Здравствуйте, вы на канале Эко Карваш Эко. Меня зовут Алексей. Сегодняшнее у нас видео будет первым из цикла таких видео, и будет оно посвящено автомойке самообслуживания как бизнесу. Расскажет нам про это Светлана. Она работает в нашей компании, она очень большой и такой мощный специалист по этому делу. Как будет строиться наше видео? Представим, что я человек, который решил открыть вот автомойку. Есть у меня какое-то количество денег. И я буду задавать Светлане, я буду за кадром, я ей буду задавать вопросы, на которые она будет отвечать. Повторюсь, это первое видео из данного цикла. Сегодня мы поговорим о подборе, о выборе, о покупке участка. То есть такое первое основополагающее видео. Так, первое, на что обратить внимание. Вы должны спросить у продавца, в собственности ли участок, либо он в аренде. Аренда может быть только у государства. То есть человек взял у государства земельный участок под что-то, как правило, под строительство. Углубимся в этот вопрос чуть-чуть позднее. Самое главное, никогда не соглашайтесь на аренду у частного лица, потому что сегодня аренда 50 тысяч, завтра 100, послезавтра 300. Ну и, соответственно, мойка – это такой бизнес, он сезонный. То есть в осенние периоды это больше денег, в летние периоды меньше денег. А арендная плата всегда одинаковая. И, соответственно, мы рекомендуем строить только капитальные сооружения, потому что это надолго, навсегда. Еще хочу уточняющий вопрос задать. Вот, допустим, Светлана, нашел я участок. Он в аренде на 49 лет. И на нем стоит, например, автосервис. Да, мы хотим строить мойку. Это можно вообще как-то делать? Вполне возможно. Для этого необходимо будет изучить договор аренды, посмотреть, что на нем, как правило, договор аренды на 49 лет выдается после завершения строительства под эксплуатацию строения, которое на земельном участке расположено. Чтобы что-то изменить, в данном случае вам поможет поход в администрацию. Идете туда и задаете все вопросы. Возможно ли каким-то образом сменить назначение участка и поменять строение? Может быть, это будет реконструкция здания под уже автомойку. В принципе, в данном вопросе вам только помогут именно собственники этого земельного участка, соответственно, это администрация города, того или иного. Так, тогда такой будет вопрос уточняющий. Значит, залезли мы на Авито, допустим, неважно куда, посмотрели, нашли сколько-то участков, допустим, 5, 7, 8 участков. Один, например, написано, что в аренде на 49 лет на нем, капитальное строение. Второй пустой участок, и он в собственности. Вот у меня вопрос, а как мне понять, что на нем сетей нету или есть, или вообще разрешено ли на нем строить, да? То есть продавец нам же что хочешь может рассказать. Да. Как мне это понять? Смотрите, что касается, конечно, самый лучший вариант – это участок в собственности. Скажем так, ты не привязан к городу, то есть это твоя собственность, ты платишь за нее ежегодно налоги, не платишь аренду. Это самый идеальный вариант. Кстати, хочу сказать по поводу арендных участков. Бывает такое, что вы нашли участок, и продавец говорит, он в аренде у меня под строительство, например, магазина. Вы думаете, магазин и магазин, построю мойку. Нет, так не пойдет. Чтобы понять, можно ли с этим договором аренды работать, что нужно сделать? Прочитать внимательно договор. Если он с торгов, то есть выделен путем проведения торгов, строить можно там только магазин, больше ничего. Второй момент, если возможно изменение вида разрешенного использования, то этот участок, несмотря на то, что он в аренде,
можно рассматривать. Еще один момент очень важный. Договор аренды выдается, как правило, на какое-то определенное количество лет. Это может быть 3 года, 5 лет, 10 лет, 7 лет. Ну, это администрация на свое усмотрение делает. Соответственно, что нужно сделать? Посмотреть в договоре, когда заканчивается срок. Если там осталось год, даже 2, то прежде чем принимать решение о покупке земельного участка, надо понять, сможете ли вы за этот период времени осуществить строительство и ввести автомойку в эксплуатацию. Договор аренды можно продлить 1 раз на 3 года для завершения строительства. Но чтобы его продлить, как правило, на земельном участке должно быть какое-то незавершенное строительство. Как правило, там это может быть плита, ну, либо уже здание возведено, но вы еще не успели достроить. Соответственно, этот нюанс тоже надо учитывать при просмотре договора. Если в нем написано «для завершения строительства» и написано, что у вас остался всего лишь год, ну, как бы, я бы задумалась. Светлана, все-таки возвращаясь к пустому участку. Вот нашли мы конкретно в собственности участок пустой за деньги, которые нам подходят. Как нам понять, можно ли на нем строить автомойку и какие там есть сети? Вот смотрите, вы подобрали участок, по цене он вас устроил. Что нужно следующее сделать? У собственника, у продавца необходимо запросить градостроительный план земельного участка. Это абсолютно бесплатный документ, который заказывается собственником земельного участка в администрации города, либо через МФЦ, либо как угодно. Пишется заявление, в течение 2 недель-месяца план подготавливается. Это основа, полагающая для рассмотрения земельного участка. Без предоставления данного плана не соглашайтесь на покупку. В этом плане будет указано виды разрешенного использования, они есть основные и условные. Следующее, будет отображены сети на земельном участке, которые есть на земельном участке. То есть вы посмотрите, какие охранные зоны, проходят ли там высоковольтные линии, какие-то крупные канализации, которые нереально вынести или еще что-то сделать. После этого вы уже увидите, что да, как бы участок, например, пустой, что, в принципе, я там смогу разместить свой объект. Либо, если там проходит, например, какой-то коллектор, там, 1000-й, даже 500-й достаточно проблематично вынести, если нет коридора. И еще момент, вот все забывают смотреть наверх, в небо, да, и, как правило, стоят лэпки 10-киловольтные, у которых охранная зона от крайнего кабеля 20 метров, соответственно, бывает такое, что просто охранная зона занимает весь участок. И капитальное строительство никогда не разрешат там построить, что бы ни говорили продавцы, просто не верьте. Понятно. Светлана, а как нам понять, вот, например, зону, да, разрешенную, также по градостроительному плану, где мы можем строить, да? Да. То есть, когда вы получите градплан, там будет написано, какая территориальная зона на этом участке. Соответственно, вы можете на сайте своего города, администрации, у них есть разделы, где вы можете скачать так называемые правила землепользования и застройки. Они едины. Ну, то есть для каждого города они немножко индивидуальные. Вы скачиваете, там есть карта зонирования, и вы можете изучить, то есть определить, какая зона вам подходит, соответственно, уже исходя из этого подбирать земельные участки. Вопрос, вот нашли участок, да, подходит зона, подходит там назначение, там сети, что дальше делать нам? Вот, ну, все, то есть все хорошо, да, вроде как. Что дальше делать? Опять же, что касается сетей, это делается до покупки. То, что на земельном участке вам ничто не мешает строиться, это одно. Но нам нужно подвести к участку воду, канализацию, электричество, приблизительно около 60-70 киловатт, в зависимости, сколько постов вы планируете строить. И четвертый момент – это газ. Вот. Но еще, кстати, хочу сказать один момент, чуть-чуть про сети отступлюсь. Прежде чем участки бывают разные, квадратные, чуть-чуть трапециевидные, всякие разные. Необходимо обратиться, опять же,
прежде чем его покупать, к любым проектировщикам, которые умеют чертить, чтобы они сделали посадку. Посадку начертили, сколько постов помещается, это важно. Как заезжать, как выезжать, где будет скапливаться очередь. Потому что бывает такое, что участок вроде все красиво, вроде все как бы размещается, но когда начинаем чертить, понимаем, что тут будет там машинам мешать на дороге, тут еще что-то мешает. Ну, в общем, крутишь, вертишь, но не получается. Такое тоже бывает. Поэтому не ошибитесь с этим. Обратитесь, потратите чуть-чуть денег, вам проектировщик начертит, и вы поймете уже окончательно. Вернемся к сетям. Вам необходимо, ну, опять же, кто этим занимается? Либо геодезисты, как правило, геодезисты. Найти в своем городе компанию, которая занимается топографическими съемками. Вам не нужно делать топографию земельного участка с нуля. Вам необходимо обратиться в службу в эту, чтобы они смогли в архитектуре города запросить так называемый планшет топографии не только участка, но и приблизительно около 300-500 метров вокруг, чтобы у вас было понимание, где проходит ближайшая вода нужного диаметра, не тоненькая, а вот именно которая магистральная, канализация, газопровод среднего давления, ну, либо низкого тоже можно рассматривать. Ну, по электричеству будет немножко сложнее, как бы определить точку подключения, вам уже скажут непосредственно в сетевой организации. Если сети достаточно близко расположены, то, соответственно, можно будет рассматривать. Любая служба, водоканал, Горгаз, электросети, они вам в любом случае дадут техприсоединение. Это их прямая обязанность. Но они могут дать 100 метров, а могут дать 1,5 километра. Соответственно, это тоже как бы очень большие затраты. Поэтому, как только вы убедились, если есть какие-то знакомые в сетях, попробуйте через них уточнить, возможно ли подключиться вот в эту трубу или вот в эту трубу. Если нет, то только после покупки с заявлением приходите и подаете на технические условия. В принципе, все. Если участок подошел, вы все это просмотрели, можете выходить на сделку. Если участок в аренде, это происходит через оформление договора права переуступки аренды. И, кстати, в договоре аренды обязательно прочтите, имеет ли право переуступать предыдущий собственник право аренды. Может быть, категорически нельзя. Например, не все участки с торгов можно переуступать. Эта фраза должна быть прописана в договоре. Если ее нету, то переуступить такой участок нельзя. Угу. Все, в принципе. Да? Светлана, большое вам спасибо за такое полное освещение вопроса. От себя хочу что добавить. Ребята, мы продаем и изготавливаем автоматические ворота двух различных типов. Первый тип ворот. Вот второй тип ворот. Что их объединяет? Надежность, красота, практичность, быстрота и бесшумность. А это значит, в холодное время года это экономия ваших ресурсов, да? Отопление, вентиляции и так далее. На все будет ссылочка в описании, то есть если вас это заинтересовало, пожалуйста, проходите, звоните, пишите. Еще, ребят, мы изготавливаем централизованные пылесосы. Вещь изумительная просто, очень удобная для бизнеса, но также я хочу сказать, вы можете применять ее, грубо говоря, для своих сотрудников, на каком-то производстве или еще что-то. Она, кстати говоря, совершенно может быть бесплатной. Дальше чего? Мы делаем монтаж, шеф-монтаж, предмонтаж всего этого оборудования и не только этого. Также мы занимаемся комплектующими для автомоек. Сейчас в нашей действительности это очень актуально. И еще момент. Если у вас есть земля, недостроено может быть какое-то помещение, которое вам не нужно, пожалуйста, ребят, вы можете стать нашими партнерами без особых проблем. И если вы просто хотите стать нашими партнерами, ссылочки также будут на все это дело в описании, все контакты. Видео завершаем.
первая часть у нас данного видео закончена. Подписывайтесь, не забывайте, чтобы не пропустить следующие. Посмотрите, у нас шортики есть очень интересные, как мыть машины, да и вообще много всего интересного на канале. Меня зовут Алексей, вы на канале Эко Car Wash Eco. До новых встреч, пока!